течение нескольких недель мужчина по имени Роберт мучительно страдал от пугающих и все более странных ощущений, которые казались ему невыносимыми. Каждое утро он просыпался с жжением и ноющей болью в области спины, которая словно приходила за ним с кознями ночи. Это ощущение постепенно нарастало, и вскоре ему стало казаться, что происходит что-то далеко неординарное и даже ужасающее. Сначала он думал, что это просто аллергия или, может быть, дерматит, возникший из-за воздействия внешней среды, с которой он мог не угадать. Его мысли чередовались. Возможно, все связано с новыми моющими средствами, которыми он стал пользоваться, или же с пыльцой растений, вызвавшей воспаление кожи. Он старался отпустить эти беспокоящие идеи, полагая, что со временем все пройдет, но внутреннее беспокойство не оставляло его. Что-то все же изменилось в его восприятии реальности. Роберт жил в старой квартире в пригороде Бергене, Норвегия. Здание, в котором он обитал, имело многолетнюю историю, и в его стенах, казалось, сохранялись тайные воспоминания прежних жильцов. Его будни были однообразны и невыразительно скучны. Работа в офисе, где он проводил много часов, уходя в рутинные дела и работу с документами, тихие вечера в одиночестве, наполненные тишиной и одиночеством, и бессонные ночи, когда его кожа будто полыхала изнутри. По ощущениям, это напоминало ему о чем-то неизведанном, не имеющем объяснения. Каждый день он чувствовал, как что-то движется под кожей его спины, словно что-то живое и шевелящееся, но он не мог разглядеть ничего явного. Это было особенно странно и пугающе. Часто, глядя в зеркало, он пытался увидеть хоть малейшее изменение на своей коже, основательно проверяя ее на предмет покраснений и воспалений. Он пробовал все. Душ с горячей водой, мази, антисептики, даже народные средства, которые ему посоветовали друзья, но ничего не помогало. Ощущения становились все сильнее и более назойливыми, заставляя его задаться вопросом, что же с ним происходит. Он с трепетом и недоумением думал о том, что же это за недуг и как с ним справиться. Поначалу, еще не осознавая всей серьезности своего состояния, он подозревал обычных паразитов, которых можно встретить в квартире. Это была более чем наивная мысль, ведь он был уверен, что в его жизни не может произойти ничего подобного. Он считал, что это может быть кожный клещ или даже банальные блохи, которые могут поселиться у него в постели, как что-то невидимое, притаившееся в его доме. Одновременно с тем он принялся за очистку своего пространства. Он стирал постельное белье при высоких температурах, не оставляя шансов возможным вредителям, обрабатывал квартиру инсектицидами и даже спал на полу, изолируя себя от любых возможных раздражителей. Но чувство ползания и жжения не исчезало ни на минуту, а наоборот, только усиливалось, как неумолимое напоминание о том, что что-то грозит его здоровью. После особенно тяжелой ночи, полной мучительных симптомов и страхов, Роберт установил камеру на штативе, направив объектив на кровать. Он пообещал себе запечатлеть момент, когда что-то выйдет наружу, надеясь на хоть какое-то объяснение своим странным ощущениям. Этот шаг был отчаянным и, возможно, даже безрассудным. Он не знал, чего ожидать. Однако из чистого любопытства и беспокойства он был готов пойти на все для того, чтобы найти ответ. Утром он просмотрел записи с камеры. Долгое время ничего не происходило, и Роберт начал терять надежду на то, что его усилия были не напрасны. Однако примерно в 3:00 ночи одеяло слегка приподнялось, и он заметил еле уловимое движение под своей кожей в районе лопаток. Его сердце забилось чаще от страха и удивления. Было ощущение, что кожа дышит, как будто живая, и полная каких-то необъяснимых тайн. Он перемотал момент снова. Движения были неотъемлемы от его тела, как будто что-то жило внутри него. Суставы его тела и внутренности были обращены воедино. На следующий день, трясущимися от тревоги руками, он вызвал специалиста по дезинфекции. Мужчину звали Ларс Нюгрен, и он был спокойным, пожилым экспертом, проработавшим всю свою жизнь с вредителями
и знавшим о них практически все. Ларс имел бесценный опыт, и его суждение должно было принести спокойствие и уверенность. Он уверял Роберта, что справится с любой проблемой, с которой к нему обращались. Ларс осмотрел квартиру, проверил мебель, матрас, даже разобрал деревянный каркас кровати. Все это потребовало терпения и упорства. Он старался найти хоть какие-то следы тех самых паразитов, которых Роберт подозревал в своей беде. После часа молчаливой, сосредоточенной работы он посмотрел на Роберта с недоумением. «Никаких следов насекомых», — пояснил он. Роберт почувствовал разочарование и испуг, глядя на выражение лица специалиста. Он ожидал услышать обнадеживающие слова, но вместо этого слышал лишь неприятную правду. «Ты уверен, что ощущения появляются ночью?» С некоторой долей сомнения спросил Ларс. Роберт кивнул, стараясь сдержать волнение. «Да. Каждую ночь они усиливаются, и... Я думаю, это внутри меня, Ларс». Каждый раз, когда он произносил эту мысль, внутри него накатывал новый поток волнения и страха. Ларс слегка нахмурился. «Я бы порекомендовал тебе обратиться к врачу. Это может быть что-то медицинское, возможно, неврологическое или кожное заболевание». Эта мысль заставила внутреннее беспокойство Роберта только усиливаться. Само слово «врач» стало для него символом неизведанного, возможно, даже ужасного. Разочарованный, он записался на прием к дерматологу, доктору Ханне Солберг, известному специалисту, который пользовался уважением в своей области. Об этом враче ему говорили только хорошее, и Роберт надеялся, что именно она сможет ему помочь. Доктор Солберг, встретив его в своем кабинете, внимательно осмотрела спину, нахмурилась и, подозревая, что дело может быть серьезнее, чем он ожидал, взяла образец ткани. «Здесь наблюдается воспаление. Что-то под кожей», — сказала она, глядя на экран с результатами обследования. «Это похоже на движение, как будто под эпидермисом. Извивающееся тело». Роберт побледнел. Его знобило от страха и безысходности. Он не хотел быть жертвой какого-то загадочного заболевания, от которого нет спасения. Через день доктор Солберг позвонила ему с ужасными новостями, которые будто нависли над его головой тяжелым облаком. Биопсия подтвердила наличие инородного биологического элемента. Это не опухоль и не аллергия. Это живое существо. Я рекомендую вам немедленно обратиться к паразитологу или энтомологу». Эти слова прозвучали как приговор. Имя паразита внушало трепет и страх. С таким никто не хотел бы сталкиваться. Так Роберт попал к доктору Тору Эйтсволлу, специалисту по паразитам и инфекциям, который участвовал в исследованиях редких видов организмов, занесенных в Европу с импортом, что в последние годы причиняло немало беспокойства властям. Это был человек с умом, проницательностью и необходимыми знаниями для решения такой сложной ситуации, какой стала жизнь Роберта. «Вы уверены, что это началось после переезда в эту квартиру?» — спросил Тор, внимательно листая бумаги и делая пометки. Роберт кивнул, его голос чуть дрожал. «Я переехал 3 месяца назад. Купил кровать на распродаже в антикварном складе». Его слова мгновенно заставили Тор насторожиться. «Возможно, вы принесли нечто необычное», — пробормотал Тор, и они отправились вместе с Робертом на осмотр квартиры. С помощью специального оборудования он взял пробы с мебели, пыли, даже со стен. Каждый звук, каждый шаг казался Роберту необычайно важным, и он вслушивался в каждую деталь. Это казалось невообразимым, но у Роберта не было иного выбора. Когда Тор заглянул под обивку спинки кровати, его лицо изменилось. «Я нашел нечто», — сказал он сдержанно, не желая пугать Роберта лишний раз. «Возьму это в лабораторию, но готовьтесь к худшему». С этими словами он растворился в своих мыслях и заботах, оставив Роберта в состоянии растерянности и смятения. С каждой минутой ожидания беспокойство Роберта возрастало. В ту ночь он почти не спал. Ужас усилился до предела, и каждая тень казалась ему угрожающей. Утром он обнаружил, что его спина опухла,
И в центре лопаток кожа пульсировала, как будто изнутри что-то тянется наружу с устрашающей силой. Телефон зазвонил, и его сердце на секунду замерло. Это был Тор. «Приезжай немедленно. Я должен тебе показать это лично». Эти слова испугали Роберта еще больше. Когда он прибыл в лабораторию, Роберт увидел микроскоп и чашку Петри, наполненную исследовательскими образцами. В чашке лежал тонкий извивающийся организм, который мог оказаться причиной всего, что он переживал. Доктор Эйтсвелл кивнул, и его голос напоминал приговор. Это Oxyrhachis dermata. Паразитический подкожный червь, редкий и экзотический, который практически никогда не встречается за пределами тропиков. Он зарывается под кожу и живет между мышечными слоями, проникая глубже в ткань. Его яйца откладываются внутри тканей и вылупляются в течение нескольких недель. То есть во мне змея? Выдохнул Роберт, не веря своим ушам. Почти. Это не змея в привычном смысле, но организм червеобразной формы, длиной до 15 сантиметров. Учитывая симптомы, она достигла взрослой стадии. Нужно срочное хирургическое вмешательство, сказал он, и Роберт почувствовал, как мир вокруг стал дрожать из-за его испуга и отчаяния. В тот же вечер Роберта госпитализировали. Он был полон надежд, что этот этап его борьбы с ужасным недугом станет последним, однако страх, омрачавший его все это время, обострился до предела. Когда врачи проводили операцию, они с трудом извлекли движущееся существо, которое извивалось, сопротивляясь, когда его вытянули из-под лопаточной зоны. Оно извивалось еще несколько секунд после извлечения, словно осознавая свою судьбу и сопротивляясь неизбежному. Операция прошла успешно, но сама идея того, что он носил внутри себя подобную аномалию, продолжала терзать его разум. Через неделю Роберт снова встретился с Тором, охваченный смешанными чувствами, среди которых были и облегчение, и ужас. «Мы установили, — сказал ученый, с сожалением продолжая, — что яйца паразита были занесены с тканевой обивкой кровати, произведенной в Южной Азии. Это случай уникальный, и он может быть полезен для науки. Теперь мы внесли этот вид в международные базы, и, возможно, это поможет предотвратить подобные инциденты в будущем. «Я никогда бы не подумал, что что-то подобное может произойти со мной», — сказал Роберт, уставившись в пол, как будто в нем скрывались ответы. «Как возможно, что эти существа могут оказаться так близко к нам? На самом деле, в нашем мире происходит много вещей, о которых мы не догадываемся», — ответил Тор, переполняемый научным азартом и тревогой перед неведомым. «Очень важно быть аккуратными с тем, что мы покупаем и какие вещи помещаем в свое пространство. Независимо от того, насколько мило или привлекательно может казаться что-то на первый взгляд, это может оказаться источником здоровья и даже жизни. Дорогие зрители, как вы считаете, стоит ли уделять больше внимания происхождению предметов интерьера? Какой урок можно извлечь из истории Роберта? Какой риск может скрываться в обычных предметах, которые мы считаем безвредными? Что бы вы сделали на месте Роберта? Напишите в комментариях. Если вам понравилась эта история и вы хотите знать больше о том, как внешние факторы, которые мы можем не замечать, могут влиять на нашу жизнь, поставьте лайк и подпишитесь на наши обновления. Помните, что мир полон неожиданных и пугающих историй, живущих рядом с нами, и иногда нам следует быть чуть более внимательными к тому, что нас окружает. До встречи в следующих выпусках.